Этот человек был внезапно остановлен незнакомцем во время прогулки. То, что последовало за этим, поразит вас. Прежде чем мы начнем, не забудьте нажать кнопку «Нравится», подписаться на наш канал и нажать колокольчик для уведомлений, чтобы получать больше потрясающих видео. Джон Смит, уроженец Мичигана, который живет со своими 2 дворняжками по кличке Белла и Крю. Собаки очаровательны. И само собой разумеется, что Джон по-настоящему влюблен в них. Всякий раз, когда он испытывает стресс, он проводит время со своими крошечными приятелями, играя с ними или выводя их на прогулку, и тогда все становится на свои места. В тот день владелец собаки вывел своих щенков на прогулку по окрестностям. Собаки любят совершать длительные прогулки, особенно в хорошую и освежающую погоду. День, наполненный прохладным ветерком и пушистыми облаками, настоящий рай для дворняжки, и ни один любитель вилять хвостом не захочет оставаться дома в такие заманчивые дни. Это касается и пушистиков Джона. Белла и его команда с радостью сопровождали своего хозяина на прогулках. В тот день троица бродила по окрестностям, наслаждаясь хорошей погодой, когда кто-то набросился на Джона. Нет, это был не какой-нибудь грабитель или мелкий воришка, который искал деньги. Мужчина, внезапно появившийся перед Джоном, был пожилым человеком. Ему, должно быть, было за 60, и вел он себя очень странно. Он хотел что-то сказать, но слова не шли с его губ. Очевидно, из-за страха перед чем-то он не мог подобрать нужных слов. Он не только с трудом подбирал слова, но и изо всех сил старался сдержать слезы, которые в любой момент могли потечь по его щекам. Нет, он не был ни сумасшедшим, ни потерянным. Причина была в другом. Джон, с другой стороны, остался озадаченным такой странной встречей. Само появление серого человека говорило о том, что он был расстроен, поэтому, чтобы успокоить его, Джон попросил его сначала посидеть спокойно и перевести дыхание, чтобы вернуть самообладание. Как только мужчине удалось взять себя в руки, он начал делиться с Джоном причиной своего странного поведения. Причина потрясла и Джона. Незнакомец объяснил, что пришел сюда на прогулку со своей 64-летней женой Терри Карл, когда она внезапно исчезла. С тех пор он искал ее повсюду, но так и не смог найти. Мужчина умолял Смита помочь ему в поисках жены, поскольку он был стар и не в состоянии искать повсюду. Вы, наверное, думаете, что такого особенного в том, что если она куда-то ушла, то через некоторое время вернется. Но имейте в виду, Терри была не такой, как другие женщины, она была другой, и ее исчезновение действительно имело большое значение. У Терри была тяжелая жизнь, так как она страдала слабоумием. Из-за этой болезни она была дезориентирована и пребывала в замешательстве всю оставшуюся жизнь. Мужчине приходилось проявлять особую заботу о своей жене, поскольку она часто уходила из дома в любое время и в любом месте. Уход за больным человеком – дело нелегкое, особенно если это пожилой человек с деменцией. Ранее ему удавалось найти ее, но на этот раз женщина исчезла в неизвестном направлении, а серый человек был слишком невежествен, чтобы найти ее. Болезнь полностью одолела ее. Деменция – это очень тяжелое заболевание, которое наносит ущерб мыслительным способностям пациента, а также опасно ослабляет его память. Эти нарушения приводят к галлюцинациям и поведенческим проблемам. На этом проблема не заканчивается. Часто люди, страдающие деменцией, легко впадают в гнев и уходят в себя. Болезнь поражает не только пациента, но и окружающих его людей. Те, кто берет на себя ответственность за уход за человеком с деменцией, должны быть начеку. Так было в случае с Терри, где должно было произойти еще одно захватывающее событие. Во-первых, давайте выясним, почему пациенты с деменцией уходят из жизни. Причина в том, что мы разрушим все стереотипные представления о них. Большое заблуждение, распространенное среди пациентов с деменцией, заключается в том, что они бесцельно блуждают. Возможно, вам будет интересно узнать, что на самом деле причина не в этом. Некоторые блуждают, занимаясь своими старыми привычками или рутиной. Другой причиной может быть то, что они сбиты с толку или ищут кого-то. Наконец, некоторые уходят только для того, чтобы избавиться от чувства беспокойства,
вызванного эмоциональным расстройством, и забывают вернуться. К сожалению, вопрос о том, как остановить блуждание пациентов с деменцией, по-прежнему остается неразрешимым, и единственный выход – находиться рядом с ними круглосуточно. Однако почему Терри ушла, так и осталось загадкой. Смит, будучи отзывчивым парнем, решил помочь мистеру Карлу. Смит рассказывает, что джентльмен вышел и спросил, не видел ли я его жену, продолжил он. Я подошел к Мейплу и сказал, что с удовольствием поищу ее. Он продолжил свой путь, на этот раз внимательно наблюдая и прислушиваясь. Они также расспрашивали о старушке каждого встречного. К сожалению, ни один прохожий не смог помочь. Наступили сумерки, а Терри все еще не было найдено. С наступлением темноты беспокойство мистера Карла также возросло. Стоял холодный сентябрь, приближалась ночь, а это значит, что найти Терри будет еще труднее. Постепенно окружающая темнота рассеивалась, что в результате мешало обоим мужчинам видеть пожилую женщину, которая, возможно, сама не знала, что заблудилась. Под затянутым дымкой небом Смит и старик продолжали искать Терри во всех возможных местах. С каждой секундой становилось все холоднее. Несмотря на понижение температуры, руки мистера Карла вспотели от волнения. У них было не так много времени, им нужно было найти Терри до наступления ночи. Джон присматривался к каждому прохожему, но никто из них даже близко не походил на женщину, которую описал мистер Карл. Не добившись успеха в парке, он вышел на улицу со своими собаками и начал искать ее на перекрестках. К сожалению, и там ему не удалось найти женщину. Теперь искать было негде. Постепенно он начал впадать в уныние и подумал, что они, возможно, никогда не смогут найти эту женщину. И тут произошло нечто странное. Смит и без того был расстроен своими неудачными попытками, а теперь и его собаки начали вести себя странно. Дворняжки начали быстро махать хвостами. Но сейчас было не время беспокоиться из-за поведения собаки. На данный момент самым важным было найти женщину, и поскольку им с мистером Карлом не удалось найти ее самостоятельно, они решили предпринять что-нибудь еще. Как вы думаете, не совершил ли Джон большую ошибку, проигнорировав странное поведение своей собаки? Джон и мистер Карл сообщили в полицию об исчезновении жены последнего. Полиция быстро распространила объявление по всему городу, чтобы как можно больше людей смогли помочь в поисках. Тем временем заявители продолжали поиски. Однако заявление о пропаже еще не было подано. Помощь полиции, похоже, не имела большого значения. Разыскивая миссис Карл, Джон со своими собаками пересек густой лес. Именно тогда послушные собаки стали неуправляемыми. Они начали натягивать поводки в определенном направлении. Джон никогда не видел, чтобы его собаки были так непреклонны. Он почувствовал что-то неладное и решил последовать за собаками. Собаки широко известны своим сильным шестым чувством. Они легко могут почувствовать то, чего мы, люди, не в состоянии ощутить. Например, собаки чувствуют стихийные бедствия задолго до того, как об этом узнают люди. Кроме того, собаки обладают сильным обонянием. Эти качества, в сочетании с их очаровательной внешностью, делают их идеальными домашними животными. Джон немного скептически отнесся к поведению своей собаки. Здесь важно отметить, что собак может легко отвлечь любой звук. Это означает, что собаки могут побежать на звук, издаваемый любым животным. Вот почему Джон подумал, что, возможно, он зашел в тупик. Но это было не так. Щенки были заняты чем-то действительно важным. Джон миновал оживленные улицы и оказался в густых джунглях. Он понятия не имел, куда ведут его собаки. Он терпеливо следовал за ними, пробираясь между гигантскими деревьями. Его щенки повели его в лес. Без сомнения, лес был достаточно густым, чтобы спрятать в нем все, кроме блестящего предмета. Предмет лежал на земле в лесу. Заметив это, собаки бросились к предмету, чтобы узнать о нем побольше. Что бы это мог быть за блестящий предмет? Предмет, на который обратили внимание собаки и их владелец, был ничем иным, как очками. Было непонятно, кто мог уронить свои очки на землю
И зачем кому-то понадобилось приходить в эту часть леса без какой-либо цели? Чьи это могли быть очки? Это была миссис Карл? Если да, то почему она бросила свои очки на землю? Не стала ли она жертвой какого-либо правонарушения? Джону нужно было как можно скорее найти владельца очков. Он не знал, кто мог быть владельцем, но где-то в глубине души ему казалось, что очки принадлежат миссис Терри. Возможно, она попала в беду и нуждалась в помощи. В конце концов, она была не только старой, но и больной, и совершенно не могла помочь себе сама. Ночь в лесу казалась темнее и прохладнее. Джон дрожал от холода и в кои-то веки подумал о том, чтобы повернуть назад. Но вскоре эта мысль сменилась мыслью о перепуганном старике, который отчаянно искал свою лучшую половину. Он обещал помощь, поэтому ему нужно было идти дальше, даже если он этого не хотел. Не подозревая о том, что ждет его посреди джунглей, Джон вместе со своими приятелями двинулся вперед. Джон забрался глубоко в лес. Теперь зрение Джона и его собак сильно зависело от фонарика, который он держал в руках. Он размахивал фонариком во все стороны, только чтобы посмотреть, сможет ли он найти еще какие-нибудь подсказки. Он двинулся дальше, и собаки снова начали вести себя странно. Казалось, собаки что-то нашли. Собаки начали что-то обнюхивать и ускорили шаг. Они побежали, и это заставило Джона ускорить шаг. Собаки теперь контролировали ситуацию. Джону было трудно поспевать за ними. Пробежав некоторое время, собаки остановились на поляне. Джон направил свой фонарик в сторону поляны и что-то там увидел. У него отвисла челюсть. Поляна не была пустой. На ее месте стояла фигура. Подойдя ближе, Джон понял, что на поляне сидит женщина. Однако женщина не двигалась. Естественно, у него в голове крутилось множество предположений. Он продолжал идти к фигуре. Внешность женщины на поляне в точности соответствовала описанию, данному мистером Карлом. Его осенило. Он стоял перед миссис Карл. Он позвал ее по имени, и, к счастью, она откликнулась на это. Однако она все еще выглядела озадаченной. В конце концов, женщина была найдена, и все благодаря Белли и его команде. Джон никогда еще так не гордился своими собаками. А почему бы и нет? Собаки справились со сложной задачей, не пройдя никакой полицейской кинологической подготовки. Джону было трудно дождаться, когда он расскажет мистеру Карлу о своих успешных поисках. Он помог пожилой женщине подняться и повернулся к улице, где мистер Карл безнадежно искал свою любимую жену. Джон и пожилая женщина направились к станции, чтобы встретить мистера Карла. Карла и удивить его этой прекрасной новостью. Они и не подозревали, что на вокзале их ждали очень шокирующие новости. Наконец они добрались до вокзала, но обстановка там была необычной. Возле вокзала была припаркована машина скорой помощи. Джон и миссис Карл зашли внутрь, чтобы выяснить, в чем дело. Они были потрясены, увидев мистера Карла, лежащим на кровати. За мистером Карлом приехала машина скорой помощи, стоявшая снаружи. Карл. Что на самом деле произошло в отсутствие Джона? У мистера Карла случился приступ тревоги. Было очевидно, что приступ был вызван страхом, который он испытал после исчезновения своей жены. Он был измотан, переходя от столба к столбу в поисках своей жены, и поэтому был чрезвычайно истощен. В результате он перестал дышать и потерял сознание. Немедленно была вызвана скорая помощь, и мистер Карл был доставлен в больницу. Это было сделано для того, чтобы понять, насколько ухудшилось здоровье старого мистера Карла. Первое, что сделали врачи, это установили мистеру Карлу дыхательный аппарат. Это был действительно странный день для Джона. После того, как мистер Карл был доставлен в больницу, Джон отвез миссис Карл к себе домой. Она все еще была дезориентирована. Миссис Карл была в полном порядке, и теперь на карту была поставлена жизнь мистера Карла. Джон решил остаться с миссис Карл в ее доме. В жизни никогда нельзя предсказать заранее.
Несколько часов назад Джон был на обычной прогулке с двумя своими приятелями, а теперь он ухаживал за пожилой женщиной, с которой некоторое время назад был совершенно незнаком. Он с нетерпением ждал телефонного звонка из больницы. Мистер Карл находился в критическом состоянии из-за старения своего организма. Он вздремнул в ожидании, когда телефонный звонок вырвал его из сна. Он бросился к телефону и снял трубку. Он был из больницы. Его сердце бешено колотилось, так как он не знал, что скажут врачи. Он поздоровался, и ответ, пришедший с другого конца провода, заставил его взглянуть на миссис Карл, которая спала, не подозревая обо всем происходящем. Доктор сказал Джону, что они успешно восстановили дыхание мистера Карла, и он быстро идет на поправку. За всем этим он почти забыл о своих супергероях, Белле и команде. Теперь все было в порядке. Мистер Карл чувствовал себя прекрасно и ведет здоровый образ жизни вместе с миссис Карл. Рон Мур, начальник полиции Уиксома, восхищен усилиями собак и Смита. По его словам, офицеры как раз составляли заявление в полицию, когда Терри Карл в конце концов был найден. Шериф также выразил свое изумление по поводу произошедшего. Он назвал это замечательной историей. Он также отметил, что сообщество поддерживает тесные отношения друг с другом. Он сказал, что все это произошло потому, что мы ценим партнерство с нашим сообществом. Что касается этих милых героев, то их папа наградил их множеством угощений и любовью от мистера Карла и всех людей, которые слышали эту историю.